Всем привет! Сегодня будем проходить бездны на Бестле. К сожалению, у меня денег не хватило на Лилапс, более подходящий для бездн, поэтому будем тренироваться на Бестле. Итак, что касается фита для данного корабля. Есть несколько вариантов. Можно сделать на Heavy мислах, можно на Heavy ассолтах. В моем случае это Heavy мислы из-за того, что у них больше рейндж. Фит абсолютно обычный для этого корабля и бездн. Соответственно, мы фитимся в универсал. И у нас здесь, соответственно, большой шилд-бустер, который нам дает почти 5 сотен в секунду откачки. Дальше у нас, соответственно, одна инвулька. Так как у нас есть бонус на АБ, то мы используем АБ. Внизу, соответственно, у нас просто балконы. На всякий случай, вдруг нам танка 5 сотен в секунду не хватит. У нас АДКшка и, конечно же, Guidance Comp. Что касается головы. Это ракеты, соответственно, нам все может запороть несколько гостинг-домавиков, например. Поэтому используем, чтобы лучше аппликашка была, какую-то базовую гидру. Гидра плюс, естественно, всякие импы остальные на ракеты. В общем и целом, абсолютно бюджетная сборка головы, которая в будущем может пригодиться и на Церберус, и, естественно, на Лилапс, к которому стоит стремиться для бездн. С капой у нас, естественно, тоже есть проблемы. Поэтому обязательно точеная батарейка. Не обязательно самая лучшая. Я свою взял буквально там за 1,5 миллиарда. По большому счету, конечно же, для Бестлы здесь очень мало ДПСа. Но все по причине того, что это ленивая сборка на хевиках. Можно выбрать сборку на Heavy ассолтах. Будет проблема с рейнджом, но зато мы далеко за 1000 переваливаем по ДПСу. И можно в теории переходить на шестые бездны. Хотя, если честно, если правильно Бестлой пользоваться, то даже на рейджах у нее около 30 с лишним километров. Этого будет более чем достаточно, чтобы, я не знаю, раздамаживать ту же самую Дрона-мать или Карибдиса. Ну а если говорить про обычные фракционные Heavy ассолты, то там рейндж практически 50 километров. Нет-нет, и до Лишиха можно будет дотянуться. И уж тем более не забывать про Иденком. Но на Heavy ассолтах у нас будет хуже танк, поэтому могут возникнуть некоторые сложности. Все-таки не стоит забывать, что если мы будем рассчитывать на Фейра, например, то там уже у нас не будет такого большого бонуса для капы. Но мы, ребята, не жадные, начнем с 5, попробуем разные типы бездн и потихоньку будем к кораблю привыкать, чтобы уже заходить смело в 6. Так что поехали обкатывать Heavy мислы. Сейчас я поставлю на ускоренный просмотр видео и встретимся уже в конце, обсудим экономику.
Ну, что сказать, как и ожидалось ранее, проходит Бестла бездны вполне уверенно. Мы попробовали электрики, экзотики, фейра. Фейра тоже прям на уверенном. По деньгам у нас получилась вполне разумная сумма, 247 миллионов, минус филаменты, в общем, примерно 200 миллионов за 45 минут. То есть можно смело рассчитывать на 300 плюс, если заниматься этим постоянно. И получается, что всего за 900 часов можно будет окупить этот корабль. То есть это, ну, грубо говоря, несколько месяцев ежедневного фарма, окупаем корабль, а дальше у вас начинается чистая прибыль. Поэтому всем рекомендую. Может быть, попробуем еще на Heavy Assault'ах. И всем хорошего дня. Пользуйтесь. Всем удачи. Пока.